Идешь такой по улице, ок, да, вдруг тебя сбивает чел и вместо извинений начинает материть и катить на тебя бочку, обзывая гусем недобитым. Ты напрягаешься, ну кроме «сам такой». Ничего выдать не в состоянии, ведь твой культурный запас ненормативной лексики очень ограничен, если не сказать, что вообще отсутствует. Как можно было бы избежать такой ситуации? Пройти Kingpin Life of Crime. Это очень фановая стрелялка из 90-х, которая хоть и сделана американцами, но сквозь пронизана духом, атмосферой и эстетикой России 90-х. Именно эта игра Magnum Opus кривой пиратской студии перевода Fargus, прославившейся своими нестандартными переводами игр 90-х. Такое сокровище потеряли. Игра просто культовая, отличная мясная расчлененка, изящные высокохудожественные маты, которые не на каждой помойке услышишь, харизматичные и запоминающиеся персонажи, хоть все на одно лицо, и все это на движке второго Квейка. Впервые я познакомился с этой игрой со своим корешем Ладосом в октябре 2020 года. Можете вот здесь посмотреть наши лучшие моменты прохождения. До этого времени я хоть и слышал фразочки и матюки из пупов и приколов, но про саму эту игру я не знал. А зря, я пропустил целый культурный пласт, который стал таковым именно благодаря русской локализации от Fargus. Ладно, заткнись. Нам нужно поймать эту суку и закопать на месте. Что за хуйня? Эй, не смотри на мою суку, ублюдок! Чё надо, сука? Иди сосать. Что за хуйня? Гуля ты тут делаешь, говнакус? Что тут происходит? Чё уставился, пидор? Ты, кусок дерьма! Что ты там пиздишь? Какая ты, блядь, сука. Ладно, бля, что происходит? Эти суки украли аккумулятор из гаража. Мотоцикл пиздец. Бля. И Что еще? какой-то парень грохнул наших ребят и ошивается по канализации. Что еще за ублюдок? А не знаю. Не нахуй, сука, бля! Пидор, блядь, Леня, сука, бля! А, блядь, хуеблядская пизда прохуёбе нашел нахуй, обмудок! Нахуй, блядь, с моей улицы, ебать всех вас, блядь! Я всех вас имел бы. Блядь! Заебись, мотоцикл без аккумулятора. Ну что, поиграемся, парниша? Здесь решил торчать, бля, въебись. Какого хуя? С тебя еще чирик? Ты чего там пиздишь? Бля, ты охуел? С тебя 30-ка, бля! Отсоси. Ну так что, ты идешь или нет? Вот твои ебаные деньги. Ладно, заходи, приятно повеселиться. Какого хуя ты тут ищешь? Отсоси. Ах ты, сука! Что, меня хочешь, да? Иди нахуй, меня... В оригинале озвучка очень невыразительная, серая, посредственная, уху не за что зацепиться. А у нас, как и всегда, душа и раздолье. Уровни и сюжет великолепны. Ты бегаешь по подворотням и копошишься в помойках, но при этом не понимаешь и не знаешь, куда тебе надо идти и что делать. Но при этом, куда бы ты ни пошел, тебя везде встречают, как и родного, с распростертыми объятиями. Будь то бомж, которому ты подкинешь пару монет, он отблагодарит тебе порцией отборных матов и ругательств. Или проститутка, у которой ты спросишь совет. В игре можно общаться с каждым персонажем, что на максимум поднимает уровень абсурда. В этом видео я пройду и расскажу вам про этот забытый шедевр. Приятного просмотра. Сразу стоит сказать про сложность игры. Хоть ее тут и 4 штуки, что слегка может сбить вас с толку, игру нереально пройти на чем-то сложнее изи мода. Патронов будет очень мало, враги будут очень жирные, а вы будете отлетать в попадание в ногу, стоя в паре километров за стеной. Увлекательно, не правда ли? Ну, понимаете, удовольствие стоящего. Вначале я этого, конечно, не знал, выбрал максимальную сложность и меня скрутили за ближайшим поворотом. Позже я к ней не возвращался, поэтому ставьте самый легкий, не понтуйтесь. Начинается игра, как и любое классическое произведение, с конфликта. Мы видим одинаково одетых мафиозников, они хотят грохнуть главного героя, который работает на них, но не поделился с ними награбленным. Грохнуть героя не получилось, он слишком живучий, поэтому его просто легонечко избили и бросили на свалке подыхать, без денег и оружия в самом опасном районе города. Согласитесь, очень колоритная стартовая локация.
пола мы хватаем ошметок ржавой трубы и начинаем наше восхождение к звездам. Цель у главного героя одна – это отомстить своему боссу и восстановить справедливость. Стоит напомнить, что мы находимся в самом опасном и злачном месте в Америке, где человека убивают, даже если он без уважения попросил закурить. Тут живут одни преступники, ублюдки и мародеры, которые за пару долларов пойдут на любые преступления. Поэтому с ними особо не договоришься. Первые, кого мы встречаем, это бомж за углом, который валяется тут, неподалеку. Он просит подкинуть деньжат, а взамен расскажет нам код от сейфа. Какого такого сейфа я не знал, но деньжат ему подкинул. Стоит сразу сказать, что я наиграл в эту игру 4 часа, прежде чем узнал, что тут вообще можно подбирать деньги. Ведь это нигде не написано и нигде об этом не рассказывается. До этого игрок должен, видимо, сам догадаться, методом проб и ошибок. Насколько это интересно, логично поднимать деньги только с убитого и только скрючившись и ползая на корточках. Тут мы выходим в переулок, где вовсю кипит жизнь, и заходим к барыге-оружейнику, который даст нам наш первый квест. А первый квест известно как первый секс, его никогда не забудешь. Он предлагает стащить катушку со склада и взамен даст нам наш первый ствол. Без огнестрела тут и пары минут не протянешь, поэтому я соглашаюсь. Склад тут недалеко за углом, его охраняют два одиноких папы и одновременно смотрят футбольчик. Самый простой способ — это пробраться, когда я не уйду смотреть телек. Не знаю как, спинным чутьем, наверное, они меня все-таки учуяли и погнались за мной. Несмотря на то, что я слился с окружением ящиков, меня быстро рассекретили. Полез в вентиляцию, а тут еще крысы, которые грызут тебя еще быстрее, чем ты по ним попадешь. Еще тут где-то сидит начальник склада, который быстро не сообразил, кто к нему пришел. А последний охранник, увидев меня и не ожидая такого подвоха, сошел с ума и начал бегать кругами, забыв, как открыть дверь. Хватаю катушку и пытаюсь уйти по-тихому, но папы меня заметили, начали стрелять в спину. Худо-бедно отбился, вернул катушку оружейнику и получил свой первый ствол. Я буду беречь каждый патрон и не стрелять в кого попало. Сразу я решил опробовать его на ближайшей толпе за углом. Пистолет отличный, но немного смущает, что нужно всего лишь пара десятков патрон в упор для убийства. Только одного мужичка, и это еще на самом легком уровне сложности. Как мне кажется, разработчики сделали довольно короткую игру, которую спокойно можно пройти часа за 4. И чтобы немного растянуть время прохождения, сделали противников пожирнее, но чуть-чуть перестарались. Вроде бы оригинальное решение, но когда ты всаживаешь по 5 патронов в голову, а чел бегает как петух с отрубленной башкой, как ни в чем не бывало, смотрится это крайне абсурдно. Согласитесь. Пробившись через столбы мяса, которые охраняли канализацию, вот уж самое дорогое и важное в их городе, я поспешил ее пройти. Но канализация не так проста, как кажется. Это лабиринт, в котором очень легко запутаться. Всего у него 3 выхода. Но как-то так получалось, что я больше часа бегал туда-сюда обратно и не мог найти нужный вход и выход. Один выход ведет к какому-то банку, где сидит целая толпа, и там есть тот самый сейф, про который упоминал бомж в начале. Второй выход ведет туда, откуда мы и пришли, в подворотню, а третий ведет в центр нашей культурной столицы, где расположены пара баров и гараж, в котором хранят и охраняют святая святых, Грааль ихнего мира, разобранный мотоцикл. Как я понимаю, живут эти люди крайне бедно, и на весь город есть только один мотоцикл, и то поломанный, весь расхуяренный и без запчастей. Отбив этот мотоцикл, я думал, сейчас как рвану отсюда и начну новую жизнь, ёпта. Но у мотоцикла уже утащили аккумулятор, и он не заводится. Поэтому, чтобы уехать отсюда, надо сначала его найти. Обмыть свой первый мотоцикл, я пошел в ближайшую пивнушку Блиц. Пиво у Джакса. Но тут в предбаннике с меня содрали пару долларов за вход. Правда, я не знал, на какую кнопку их давать, пробовал все по очереди.
и обнаружил, что тут одна кнопка — это согласиться и похвалить, а другая — обозвать и удивляться. И мы, короче, минут 5 стояли матами, перебрасывались, пока я таки не нашел нужную кнопку. Если что, это N русская. В баре в это время царила и встретила меня теплая и дружеская атмосфера. Хоть где-то меня не хотят убивать. Тут мне действительно все рады. Я нанял себе 2 громил телохранителей. Благо денег хватило. Не зря полчаса каждое тело обыскивал. Зашел в туалет. Обычно в старых играх самые ключевые и важные моменты сюжета проходят именно там. Тут я встретил парнишку, надавил на него своим авторитетом, и он отдал мне ключ. Правда, я так и не понял, от чего он, но лишним не будет. Забегая вперед, скажу, что я обошел каждое здание, сейф, гараж, подъемную стенку, дверь в этой игре, и этот ключ ни к чему не подошел. Бармен сие заведения предложил мне непыльную халтурку. Ему кто-то где-то задолжал деньжат, но вместо того, чтобы отдавать, устроил беспредел и беспорядки в его туалете. Настоящий дебош. Это, конечно, дело святое, поэтому я согласился ему помочь. Наш трудный путь лежал в опасный криминальный район. Еще даже больше и опаснее того, где мы сейчас. Но думаю, с такими громилами мне ничего не страшно. Только вот я не знал, на какую кнопку нажимать, чтобы они пошли со мной. Поэтому они тупо содрали с меня бабки и остались бухать в том же пивнушке у барной стойки. Но я и без них умею сражаться. Залез и забился в мусорку и просто как лев оттуда отстреливался от недругов. Мне повезло, что они не умеют целиться в упор, и все их пули попали в помойку, что просто меня поразило. В этой игре каждому противнику нужно найти индивидуальный подход. Будь то заседание в мусорке или открывать и закрывать дверь, параллельно стреляя. То есть тактический потенциал игры просто колоссален. Мы довольно быстро, через 1,5 часа точно, нашли нужный проход в другой райончик. Тут мы попали в смесь заброшки, склада и коммуналочки. Такое выгодное жилье для россиян нового типа. А потом и ветхую коммуналку, в которой живут простые работяги, жители нашего города. Нас встретили весьма радушно. Чтобы пройти дальше, надо было залезть в серую вентиляцию, которая сливалась с не менее серой стеной, которую я не сразу-то обнаружил. Но и это хорошо. Нынче каждую игру можно пройти без вызова для мозгов. А старые игры — это прежде всего игра для головы и смекалочки. Тут парнишки сообразили игру в покер, но я их культурно сыграл с ними. Вот что у меня вызывает дикий восторг и трепет в сердце, это как некоторые противники начинают носиться из стороны в сторону и не понимают, что вообще надо делать. Они будто бьются головами о стены и пытаются найти выход и пройти в невидимый вход, которого нет. То ли у них закончились патроны, то ли они не знают, как быть дальше, но выглядит это крайне реалистично. Ну, я бы не сказал, что тут бедно живут. Холодильник, телевизор, весы, кресло, стул, а главное хорошая кровать, занимающая полкомнаты. О чем еще можно мечтать? Интересно, у меня найдется хоть пара подписчиков, кто обладает всей этой роскошью? Вот я лично нет. Обязательно напишите в комментариях. А вот касательно полезности моих головорезов, зачастую они прибегают, чтобы добить уже дохлых противников и содрать с них лут, и постоянно застревают в дверях и узких проемах. Где-то тут я дальше встречаю даму, которая разговаривает с холодильником. Не трогай, это все на Новый год. Бежим обратно, и с крыши открываются поистине живописные виды, от которых захватывают дыхание на соседские помойки. В такие моменты не хочется о чем-то думать, а просто встать и наслаждаться. После такого, как мы обнесли жителей в бараках, мы стали довольно богатыми, и я решил прикупить себе обновку у старого знакомого оружейника. У меня было всего $139, новое мощное оружие было мне не по карману, мягко говоря, поэтому я купил себе легкую каску и модифицировал свой ствол, установив на него новый пистолет, отчего он стал еще сильнее и выносит в кои-то веки не из 20, но всего лишь с каких-то 10 попаданий. Отлично смотрится. Я заметил, пацаны на районе стали больше уважать. Теперь каждая проститутка и бомж уже не лезет ко мне драться. Вот что называется «поднялся честно». Насладившись нашей крутостью, мы пошли дальше, через скрытую дверь, которая сливается со стеной. И очень креативная задумка. Тут мы попали в самый страшный и криминальный район. Вот тут уже начинаются настоящие дела. Тут нас встретили уже более хорошо. Какие бесстрашные мужики в этом районе. Мало того, что выдерживают по пуль 10 в спину, так еще и хватает мужества выпадать в окно. И ему хоть бы что, так же быстро побежал, как до этого.
Они были на крышах, они вываливались из окон, они поджидали нас у стенок, они натравливали на нас собак. Но для нас это обычные будни. Отбиваясь от собак, я случайно забрел на свалку машин и обнаружил тот самый аккумулятор от байка в начале. А смогут ли наши бродяги стать паханами преступного криминального мира? Смотрите в следующей серии.